Обзор, народ, погнали! Пожалуйста. На заре танкостроения появился монстр могучий. Жгучий, везучий, живучий. Для тебя он не ИС, для тебя он дед. Это чудище сожрет тебя на обед. Тебя сожрет! Привет, друзья! После нескольких месяцев перерыва касательно обзоров, я снова врываюсь в эстафету видео. Даже не так. Я снова врываюсь в эстафету видео. Пау-пау! Сегодня к нам на осмотр попал танк, который одним только своим видом пугает противников. Ну, по крайней мере, он так думает. Встречайте! Дедушка ИС! Капитан Дедушка ИС. Работать мы будем по стандартной схеме. А именно, минусы техники, историческая справка, плюсы и личное мнение о танке. Ну, а пока вы поудобнее садитесь, ложитесь или встаете, мы запускаемся. Ой, тут такое дело, вы не поверите, но минусов у танка не так много, ну если забыть о его пушке, но о ней забыть невозможно. На ИС ставится самая обычная Д-25Т, ну то бишь деструктор. Вы наверняка видели эту пушку буквально у каждого второго китайца или совка 7-8 уровня. О совкобесподобной пушке рассказывать больно, так как сведения на ней ужасные. Знаете, что такое 8 секунд? За это время какая-то пантера или бульдог успеет дать 2 выстрела. На каком-то юбупе в этот промежуток выйдут десятки новых видео, а ваше сердце успеет перегнать почти литр крови через себя. Для ИСа же это его стандартное время сведения. Живите с этим. КД 12,6 секунд, а сведение 8. Да, можно накидать на него оборудку и залить экипаж сгущенкой, но даже тогда будет 6,3 секунды, что тоже немало. И не дай бог вам воротить башни в бою, тогда разброс становится невероятно большим. Ах да, благодаря своей альфе в 400 урона на ББ и КД почти в 13 секунд, ДПМ ваш равен нулю. Шучу, чуть больше. В минуту вы будете выдавать в среднем 1900 урона. Не больше, зато иногда меньше. Скорость полета снаряда также оставляет неизгладимое впечатление топорного танка с топорной пушкой. В общем-то, стрелять вам нужно только в упор. И это создает новый парадокс, который называется типичный совок. Это когда на дистанции ты беспомощен, так как сведение и комфорт стрельбы никакущие, но и в лоб даже со своими одноклассниками сложно справиться. Большинство ТТ на уровне, кроме тех же КВ и ИСов, могут с легкостью раскидать вас на ДПМе. Неплохую альтернативу может составить 100-мм пушка Д-10Т, которая и ДПМ имеет выше, и пробитие на голде чуть веселее. И градус адекватности минус 7, а не минус 6. В общем, нормальная такая типичная пушка на 280 урона. В остальном же минусы незначительны, и можно сразу переходить к исторической справке. Ням. Здесь сложно описать историю танка, так как конкретно этот бобер представляет из себя смесь двух танков, а именно ИС-1 или же ИС-85 и ИС-2 или же ИС-122, где цифры 85 и 122 соответствовали калибру пушки. Но что первый танк, что второй имеют общие корни в машинах под индексом КВ-1, КВ-1С и опытного танка КВ-13. А главной точкой отправления к созданию танка ИС стали немецкие «Тигры», против которых практически вся техника СССР была малоэффективна. В качестве опытных образцов танка Иосиф Сталин были взяты 2 последних варианта танка КВ-13. Один вариант вооружался пушкой ЗИС-3, и танк получил обозначение ИС-1. Второй же получил 122 мм гаубицу У-11, а танк впоследствии стал ИСом-2. Что интересно, пока ИС-1 начал серийно производиться, буквально месяц спустя он был снят с производства. И на его место стал ИС-2, по которому также потом свернули дела. Но в последующем работы по Сталину II были продолжены, а потому его последующие проекты имели место в истории. На базе танков ИС-1 и ИС-2 были созданы самоходки ИСу-152, ИСу-122, ИСу-122М и танк ИС-М, или же ИС-2Ш, который у нас в Блице имеется на 8 уровне. Что же касается историчности, то здесь все более чем достоверно, хотя и странно, что 2 танка у нас представлены в виде одного. Тем не менее, прем-тяж 7 уровня ИС-2 1945
больше напоминает историчную машину, нежели прокачиваемый ИС. Ну а теперь возвращаемся к обзору. Плюсы. Если с минусами все понятно, и их можно разжевывать годами, то с плюсами все сложнее. А почему? А потому? А потому почему? А потому почему? Потому. Сразу, наверное, стоит отметить отличную динамику танка при всей его броне. Да, максималка в 34 км в час это немного, но его средняя скорость составляет 32 км. То есть вроде бы и максималка небольшая, но зато вы всегда будете уверенно держать ее, а не так, что по цифрам у вас 50 км в час вперед, а по факту еле 30-ку выжимаете. И еще неплохо в этом плане помогает проходимость по грунтам. Она, кстати, одна из лучших на уровне. А скорость поворота шасси так вообще лучшая. Обзор у танка неплохой, как для тяжа, естественно. Но на выстрел без засвета можно практически не рассчитывать. Маскировка вас тоже не сильно спасет. Тогда что же все-таки способно помочь вам в бою, кроме рандомной и читерной брони из Талиниума? Здесь мы вернемся к нашей пушке. Косая, кривая, тупая, но зато какая же она мощная. 400 альфы для 8 уровня не так критично, но для шестерок, которые могут болтаться под вашими гусеницами, это смерть. А к этому прибавьте отличный урон по модулям и экипажу. Главное это пробивать врага. И снова такие о пушке. Никак она меня не оставит. Сведения, как мы уже выяснили, на ней ужасные. Но чем меньше вы сводитесь, тем точнее стреляете. Это как сантехник из ЖЭКа, который всегда работает с дрожащими руками. Стоит ему только протрезветь, как сразу он начнет делать все плохо. Но пока он остается в своем коматозном состоянии, он мастер своего дела. То же самое можно сказать об ИСе. Пока вы стреляете вертухами налево-направо, вы на коне, вы пьяный мастер. Но как только начнете сводиться, считайте, магический эффект танка пропал, и вы будете промахиваться. Но это правило работает только на ближних дистанциях. На средних и дальних, что сводись, что не сводись, только ВБР решает, попадете вы или нет. Что касается ближнего боя, то вам всегда нужно идти в клинч с противником и манцевать. Что есть силы манцевать. Это если, конечно, вы в топе. Если вы на дне списка, то вам остается только молиться, чтобы противники уровнем выше вас не заметили. Мне же лично сложно составить свое впечатление о танке, хотя весь обзор и есть мое субъективное видение. Логично, не правда ли? ИС вроде бы норм, но косой падла. Вроде бы танкует, но в то же время нет. Он отлично откидывает оплевухи, но третий раз подряд попасть в гуслю – это мощно. Но вот не хватает ему чего-то. Он устарел для нынешнего рандома, хотя и не так сильно, как другие тяжи на уровне, кроме первого тигра, его апают не глядя. И ДПМ даже не сильно уступает совкобесподобным танкам на том же 8 уровне, которые еще больше страдают. Но вот чего-то таки не хватает. Я прошел этот танк еще в 2015 году, на том же уровне он где-то сейчас и остался. Он реально уже дед, которого до сих пор нужно уважать, хотя бы из-за альфы. Но советовать его я могу лишь в том случае, когда вы хотите играть на танке не думая. ИС – это танк, созданный для 45%, но и хороший игрок на нем может выжимать. Вот такой вот он, ИС 7 уровня. Танк с горчинкой и странным привкусом. На этом я откланиваюсь. С вами был Цифровой Кактус, и я надеюсь, что этот обзор снова возродит во мне желание делать новые, еще лучшие видосы. А будут они или нет, все зависит от вашей оценки и фидбэка. Поэтому жду сотню комментариев, 1000 просмотров, миллионы лайков и миллиарды подписок. Пожалуйста. И да, играйте только в хорошие игры и будьте умничками. Пока.